Хотя нынешний год начался совсем недавно, и до его окончания еще целых 9 месяцев, которые наверняка принесут много интересных и важных событий, тем не менее, одно из самых главных событий этого года для строителей нашей области уже произошло. Мы имеем в виду общее собрание Тверского объединения строителей, которое состоялось 18 марта в Тверском дворце культуры «Химволокно». Минувший год стал 16-м в истории Тверского объединения строителей. Эта ассоциация входит в число самых первых саморегулируемых организаций строительной отрасли, которые с 2009 года начали формироваться в стране по решению правительства Российской Федерации. В настоящее время Тверское объединение строителей по количеству членов является крупнейшим среди всех аналогичных организаций Центрального федерального округа и, пожалуй, единственным из них, кого за эти годы ни разу не потрясали ни финансовые, ни организационные скандалы. Ни одна даже самая привередливая проверка контролирующих органов ни разу за минувшие годы не выявила в работе Тверского объединения строителей, его исполнительной дирекции, сколько-нибудь серьезных нарушений, как не было и значимых конфликтов с дольщиками у членов нашего СРО. Вместо конфликтов они предпочитали работу, непростую и высокопрофессиональную, работу вопреки всем трудностям, которые выпадали на их долю на протяжении последних лет. Так было и в прошлом году. Проблем у строителей нашей области хватало, но речь сейчас не о проблемах. Речь о людях, которые искренне любят свою работу, а потому делают всегда и везде на отлично. Начнем с тверской компании Меринг Инжиниринг. 2025 год ее команда встретила в далеком Дагестане, где в поселке Хасавюрт приступила к строительству очередной школы. Почему, спросите, очередной? Потому что до этого там же, в Дагестане, уже сдала в эксплуатацию первую свою школу, построенную в этой республике. Построенную, скромно выражаясь, очень неплохо. 3 года назад нас пригласили на работу в Республику Дагестан и пригласили на участие в 2 строительных проектах. Один – это строительство 39-й школы в Махачкале, пристройки к фактически существующей школе, и строительство в школе в Хасавюрте. По Махачкале у нас был проект на реализацию в первую очередь. Весь корпус – это 550 ученических мест. И на текущий момент, по оценкам представителей самой республики, это лучший из проектов, построенных за последние годы в Республике Дагестан. Прекрасно понимая социальную ответственность бизнеса, некоторые из членов Тверского объединения строителей порой берутся за решение задач, которые напрямую не входят в сферу ответственности их организаций и предприятий. Например, в начале прошлого года мы побывали в Ржеве на строительстве 2 жилых домов, которые вел комбинат строительных конструкций «Ржевский». Построить дома для рабочих – дело, разумеется, очень нужное. Тем не менее, начать этот проект оказалось совсем непросто. И трудно сказать, как бы все обернулось, если бы не помощь исполнительной дирекции Тверского объединения строителей. Наш комбинат был одним из соучредителей саморегулированной организации Тверское объединение строителей. Это было уже побольше 15 лет назад. Нам тоже приходилось обращаться в наше СРО Тверское в части, допустим, получения разрешения на строительство. Были проблемы, мы обращались, нам, в общем-то, помогали. Дирекция помогала решать эти вопросы, ускоряли, скажем так. Примерно в то же время, весной 2025-го, вопреки тому, что у нас в области темпы строительства многоквартирных домов снижаются, в микрорайоне Южный вступала в завершающую стадию возведения целого жилого комплекса под названием «Онегин». Его строила компания ТЖК «Тверь» и строила в соответствии с самыми современными требованиями, используя только качественные материалы. Данный дом строится из силикатного кирпича, плиты перекрытия сборный железобетон. Наслышано о проблеме качества материалов в настоящее время, но все материалы от проверенных поставщиков, плюс строгий входной контроль, что обеспечивает качество дома. Деревня Глазково находится в Калининском муниципальном округе, но здесь есть и центральное отопление, и водопровод, и канализация. Поэтому жилой дом, построенный в деревне группой компании «Мегаком», отвечает всем современным требованиям. И хотя отведенный под его строительство участок позволял построить здание больших размеров, строители отдали предпочтение качеству. Дом предусматривает 6 секций или 6 квартир. Каждая квартира оборудована
автономным газовым отоплением. Если говорить о конструкции самого дома, то он выполнен из кирпича с вентилированным фасадом. То есть кирпичный дом укреплен минералатной плитой и декорирован профилированным металлическим листом и натуральным деревом лиственница. Как известно, подавляющее большинство организаций, входящих в Тверское объединение строителей, специализируется на строительстве жилья. Подавляющее большинство – да, но не все. Среди членов СРО есть и дорожники, и, скажем так, промышленники. То есть есть те, кто строит дороги, и те, кто строит промышленные здания и сооружения. К последним из них принадлежит, в частности, компания Palmetto TMG International. Причем эта организация ведет строительство не только на территории нашей области. Однако в прошлом году стройплощадка главного объекта Palmetto, завода металлоконструкций, находилась недалеко от деревни Садыково в том же Калининском муниципальном округе. Данный завод имеет полный цикл по производству металлоконструкций для промышленных объектов. Данное здание имеет площадь 5000 метров квадратных, из них 670 квадратных метров – это АБК, административно-бытовой комплекс. Руководители всех компаний, входящих в Тверское объединение строителей, прекрасно понимают, насколько непростой и ответственный период переживает сейчас наша страна. И, насколько нам известно, нет ни одной компании, члена нашего СРО, которая не вносила бы посильный вклад в нашу будущую победу. Причем большинство из них делает это не только через СРО, но и самостоятельно, как, например, общество с ограниченной ответственностью Лихославль-Дорстрой. Оно почти каждый месяц отправляет бойцам на линии соприкосновения по 2 микроавтобуса гуманитарных грузов, собранных по заявкам с передовой. Как только после 22 года, в марте месяце, наша организация стала помогать госпиталям и больницам Белгорода, Курской области. И будем доставлять грузы, пока будет у нас возможность делать это в наших силах. Проблема дефицита рабочих кадров отнюдь не вчера стала для строительной отрасли особенно острой, как в масштабах всей страны, так и для нашей области в частности. О ней много говорят, пишут, снимают, но делают для ее решения гораздо меньше, в том числе и в плане пропаганды профессии строителя, хотя все признают, что без нее проблему не сделать менее острой. Наша СРО приступила к пропаганде профессии строителя еще до своей юридической регистрации, то есть в Государственный реестр ассоциация была внесена в ноябре 2009 года, а первый областной конкурс «Лучший по профессии» ее инициативная группа провела на полгода раньше. И с тех пор проводит ежегодно, хотя проводить совсем не обязана. В прошлом году конкурс тоже был проведен, причем более чем успешно. Этому во многом поспособствовали отличные условия, подготовленные компанией «Новый город» и «Тверь-Газстрой», на площадках которых состязались конкурсанты. Уже не первый год на площадках наших жилых кварталах проводится конкурс «Лучший по профессии». У нас принимают участие каменщики и штукатуры. Это крайне важно, во-первых, для популяризации профессии, во-вторых, для того, чтобы наши ценные кадры могли полноценно участвовать в соревнованиях и тем самым показывать на локальной площадке, а в дальнейшем, если выходят в финал, то и на всероссийской, качество выполнения работ. Продолжают расширяться международные контакты Тверского объединения строителей. Минувшей осенью в исполнительной дирекции ассоциации состоялись переговоры с представителями Минского комбината БЦК, одного из крупнейших предприятий Беларуси, производящих строительные материалы. Стратегия нашей компании – это инфраструктурное вхождение в регион Российской Федерации. В частности, мы уже начали проектировать производство логистического комплекса под названием «Символическим Содружество» в Московской области. Там будут созданы определенные производства, там будет и логистический комплекс по хранению и отгрузке цемента. По такому же пути мы планируем пойти и в Тверском регионе. Осенью того же 2025 года состоялось событие, которое можно назвать знаковым для всего строительного комплекса нашей области. В Тверском технологическом колледже в реконструированном здании мастерских прошло открытие образовательно-производственного кластера по строительной отрасли. Это стало возможным после того, как колледж выиграл федеральный грант в размере 160 миллионов рублей.
20 из которых выделило Тверское объединение строителей, и часть этих средств составили добровольные взносы членов нашего СРО. Теперь, благодаря новейшему оборудованию, установленному в помещениях отреставрированных мастерских, уровень подготовки студентов значительно повысится и будет в полной мере отвечать требованию строительных организаций. Мы присутствовали, мы открыли сегодня производственный кластер строительной отрасли, строительно-производственный кластер, который, в общем-то, объединяет несколько колледжей и всю строительную отрасль Тверской области. Особенно важно и для Тверской области, и для всей нашей страны то, что этот кластер строительный. Я думаю, что мы не можем не согласиться с мнением нашего президента, с мнением наших руководителей. Строительная отрасль – это главная движущая сила экономики. И мы видим, какое сейчас строительство по всей стране идет. И, несомненно, это строительство всей страны в самом высоком смысле этого слова. Примерно за месяц до торжественного открытия кластера мы побывали в его здании, где тогда еще кипела работа. Поговорили с рабочими компании «Стройград», с их прорабом Александром Волокитиным. И вот какой ответ услышали от него на вопрос о том, в каком настроении работает коллектив. Наш коллектив прекрасно понимает, насколько ответственно и значимо мы выполняем проект. В этом колледже учатся наши будущие смены. А мы кровно заинтересованы, чтобы отсюда выходили хорошо подготовленные специалисты. Поэтому делаем все возможное, чтобы закончить проект качественно и в срок. Согласитесь, такие слова наводят на мысль, что нашим строителям, в общем-то, все задачи по плечу, что они могут справиться с любыми трудностями. Все 16 лет существования Тверского объединения строителей ее деятельность была направлена именно на это, на помощь в решении проблем строительных организаций, на сплочение их рядов. На заседаниях коллегии ассоциации, которые проводятся минимум раз в месяц, рассматриваются все вопросы, с которыми обращаются члены СРО, буквально все, и ни один не остается без консультации или решения. А исполнительная дирекция Тверского объединения строителей – это для любого члена СРО прямой выход на фактически любой уровень власти нашего региона. 16 лет – срок, в общем-то, небольшой. Но если говорить объективно, и за этот срок Тверское объединение строителей проделало очень большую работу и продолжает делать ее каждый день. Что же касается нынешнего собрания Тверского объединения строителей, то участие в нем приняли представители большинства организаций и предприятий, входящих в эту ассоциацию. Они подвели итоги своей работы в прошлом году и наметили планы на год нынешний. Обо всем этом говорилось и в докладе генерального директора объединения Александра Сипягина и другими выступающими. Кроме того, участники собрания доизбрали членов коллегии ассоциации, то есть ее штаба, который весь прошлый год работал в неполном составе. В целом же, отчетное собрание ассоциации, которое объединяет все ведущие организации и предприятия строительного комплекса нашей области, как сказали бы раньше, наглядно продемонстрировало стремление строителей Верхневолжья работать еще результативнее. И это на самом деле соответствует действительности.